Сегодня я буду варить мыло хозяйственное на свином жире. Вот он у меня уже подготовлен, я его немножко подрастопила. Так, сейчас я готовлю воду. Для этого у меня здесь будет в составе в рецепте лимонная кислота. Мне нужно немножко отлить воды и растворить ее. Не забываю вам напоминать про технику безопасности. И обязательно, вот я, например, стол накрываю пленкой. Такой лайфхак я себе придумала, чтобы он не сильно пачкался. Значит так, в рецепте у меня будет лимонная кислота, соль, сода. Это помимо масла. Из масел у меня будет кокосовое масло, свиной жир, так, подсолнечное масло я взяла самое обыкновенное из магазина, вот такое вот, так, и немножко касторового, не знаю, касторовый рецепт полностью выложу под видео. Такое я себе из Маловар Про распечатала. Вот, посмотрим. Я первый раз варю на свином жире, я первый раз варю мыло хозяйственное. Для того, чтобы забить этот запах, потому что говорят, что от свиного жира очень такой сильный запах неприятный. Я взяла вот такое масло Майорана, это египетское у меня. Оно очень такое активное, и я думаю, что оно хорошо будет забивать. Так, сейчас я развожу щелочь. У меня здесь был немножко лед. Мне надо сначала растворить соль. Вот соль уже отмерила. У меня здесь 50 грамм соли в этом стакане. Я его сначала здесь разведу, потому что я в прошлый раз соль не разводила отдельно, а бросила уже потом. И у меня эта соль, бросила уже, когда был готов раствор со щелочью. У меня эта соль была осадком, выпала вся осадком, был осадок. Так, я развожу соль. Она должна раствориться. Она не очень хочет это делать. Сейчас мы ее немножко помешаю. Так, здесь сюда к свиному жиру здорово я отмерила еще кокосовое масло 210 грамм по рецепту. Так, и сейчас я, наверное, сюда же, хотя нет, я, наверное, возьму жидкий отдельно сделаю, потому что это я хочу поставить разогревать. И ставлю в микроволновку на разогрев. А тем самым я буду разводить щелочь сейчас. Я одеваю средство защиты. Поставлю сюда. Здесь у меня соль еще немного недорастворилась, но она сейчас горячая, наверное. Так, я ставлю в холодную воду. Надеваю маску. И буду потихонечку высыпать нашу щелочь, натрий гидроксид. Вот она у меня уже отмерена. Так, дышать мы не дышим. И стараемся потихонечку сыпать. Видно вам. Идет реакция. Потом я ее поставлю на балкон отдыхать. Она больше. Она сейчас будет у меня очень горячая. Раствор побелел. Сейчас я покажу, сколько тут температура, потому что у меня было немножко льда. Ну, нет, 77 все равно.
поднимается температура. Я ее сейчас поставлю на балкон. Тем временем, так, щелочь у меня отдыхает на балконе. А тем временем я буду взвешивать следующие масла жидкие. Теперь я сразу возьму этот тазик, в котором я буду делать. Так, у нас касторовое масло 40 грамм и подсолнечного 150. Начнем с подсолнечного. Так, 150 грамм. Это мыло, оно будет очень твердым. Ему нельзя сутки стоять, гелиться. Я его поставлю часа на 2 всего. В общем, посмотрим. Первый раз такое делаю мыло, посмотрим. У меня этого мыла получится 1,5 килограмма. Посмотрим, что это будет. Так, 152. Так, и у нас касторовое масло, по-моему, 40. Да. 40. Все измеряется в граммах, не в миллилитрах. Желательно точные весы. Щелочь я отмеряю на двух весах. У меня более точные весы. Сотый. Так. Ровно 40. И эти масла у нас, я их потом буду смешивать. Эти растворенные масла, которые плотные, твердые. Там у меня кокосовое и свиной жир. Так, у меня отмерены жидкие масла. Теперь я буду выливать сюда те масла, которые у меня растопились. Это свиной жир и кокосовое масло. Температура тут была где-то 62 градуса. Я специально жидкие масла не разогревала, чтобы при соединении они были немножко холоднее. Так. Ну вот, пожалуйста, 47. Ну, еще многовато, наверное. Ждем еще. Пойду померяю, как раз я на балконе у меня там щелочь. Так, вот смотрите, я уже принесла щелочь с балкона. Она немножко остыла. Меряем 44 градуса. Мне еще сюда необходимо добавить будет лимонную кислоту. Вот она уже почти растворилась. Кстати, лимонная кислота, она немного поднимет температуру. Почему я так все тщательно взвешиваю, ну, измеряю температуру? Потому что мыло соединять, масла и щелочь, нужно где-то при температуре градусов 40, наверное, я буду. И чтобы там допустимая разница была, ну, где-то градуса 3 может быть разница масла в температуре масла и в температуре щелочи. Не больше, потому что, в принципе, оно тогда может не получиться. Так, видите, немного поднялась температура, 47, да, стала. Меряем здесь. 44. И ждем еще. Так, измеряем температуру. У нас щелочь где-то 42, а масла 44. Я, наверное, буду смешивать. Не хочу ждать уже. Так, для этого я беру... У меня такое ситечко есть. Одеваю опять очки и маску. Маску я не снимала. И начинаю потихонечку смешивание.
Так, соль. Соль у меня еще. Соль, если это умыло хозяйство. Соль я добавляю потом уже в готовую смесь. Я сегодня немножко делаю больше, чем обычно. А тара у меня немного не рассчитана. Так. Начинаем смешивание. Я потихонечку сначала смешиваю лопаткой эмульсию. Так. И потихоньку начинаю работать миксером. Сейчас будет гудеть. Чтобы не было поменьше пузырей, миксер нужно держать ближе к дну, на дно опускать. Так, у нас такая вот эмульсия. Сейчас в этот момент я, наверное, добавлю соль. Ой, соду. Добавим соду. И нам еще нужно добавить отдушку. Здесь у меня сколько? Я бросаю майоран. Так, его надо грамма, сколько там у меня написано? 4 грамма. Ну зато уж никакой запах. Немного сделала больше, чем обычно. Опасаюсь, чтобы оно через верх у меня не пошло. Так, мешаю до наступления следа. О, немного плюхнула уже. До наступления следа. След у нас это, когда вот так оставляет, как на меде, жидкий мед, когда делаешь. Это называется след. Если бы я сейчас делала свирлы или какие-то рисунки на мыле, я, наверное, на этом этапе уже закончила. Но у меня будет обычное мыло, поэтому я сейчас без всякого рисунка, без всяких свирл, без краски. Оно будет просто обычное белое хозяйственное. Я его сейчас, ну вот уже свет наступил, уже, наверное, можно разливать. Угу. Нужно зажечь духовку. Я сейчас разожгу, в смысле, включу духовку, потому что я буду ставить мыло для прохождения следа часа на 2. Почему на 2? Потому что тут в составе в основном все такие густые жиры, твердые, поэтому мыло будет очень твердое. Так, ну я пока, наверное, прекращаю. Хочу еще понюхать, как оно пахнет. Может быть, придется добавить отдушку. Но майоран не все любят. У нас в семье тоже. Поэтому много отдушки я добавлять тоже не буду. Так, сюда пока. И включу духовку. Так, вот такая у меня форма. Не обращайте внимания, что она у меня так заправлена. Это у меня муж так делает красиво, а я не умею. Мне не хватает на это терпения, чтобы красиво оформить бумажку. Это я заливаю.
Видите, какое беленькое получается, оно такое и будет. Отстирывает великолепно. Говорят. Я, правда, еще сама не знаю. Да, где у нас тут края, чтобы я не перелила через край. Потому что в этой форме я впервые делаю столько много. Обычно тут 1,5 кило получается. Я обычно делаю всегда где-то на кило 300. Кило 200, кило 300. Так. Ну вот, в принципе, залила, влезла. Зря я переживала. Я уже даже другую форму взяла. Думаю, вдруг не влезет. Так, сейчас главное, чтобы оно там по углам хорошо усилилось. Потому что это бумага засунута, как попало. Главное, чтобы к дереву не прилипло. Форма деревянная. Так. Может быть, получится сделать даже верхушку. Еще жидковато. Верхушку не получается делать. Но зато я могу его простучать, чтобы не было этих пузырей. Все, сейчас я его замотаю в полотенце, закрою пленкой пищевой в полотенце и на 2 часа в разогретую до 60 градусов духовку. Через 2 часа я его буду вынимать и резать. Нарезку вам потом покажу. Прошло где-то 2,5 часа. Я достала свое хозяйственное мыло. Сейчас мы его попробуем порезать. Так, как оно еще горячее и мягкое немножко. Я, знаешь, как, наверное, отрежу, посмотрю, чтобы оно прошло гель хотя бы. Так. Один кусочек я отрежу на пробу. Ну вот так, наверное. Ну, мягенькая пока еще. Ага, все. Гель пройден, значит, все хорошо.